пицца пепперони. Такая мягкая, но проваливается прям. Только что из пищи достали нам ее. Это убийца. И смайл. Это и куртка, и кофта. А я вообще настоящий ценитель еды. Света никакой нет, во-первых, мы живем вдвоем. Так, ну что, пробуй одну. Здесь какой-то вкус? Кофеин. Сейчас поменяемся. По запаху миндальный фон. Вот этот мне больше понравился. Твой который. Это с шоколадом. Вот это вот мне как будто больше нравится. Он поплотнее такой, да? Вот это более мягкий такой, да? Вот этот поплотнее. Окей. Ну давай тогда его возьмем. Ну это для таких машин. У нас такой нет. У нас капсульная. Запоминаем, вот эту взяли. Рафаэлло. 8500 за 10 капсул. А мы забыли показать наши покупочки, которые мы совершили. Купили 2 кофточки в одном магазине. Вот тут кофта Егора. Это кто? Это Сигма! Это Сигма! Это убийца! Нет, это Сигма! Это домашний бизнесмен! Такой вот комментарий у меня, я его отгрышу. Супер. Качество Во. великолепное. Качество. Австралийский бренд. Тоже вот сними меня. Кокеш со спины. Так вот. Так со спины. Так. И смайл. Это и куртка, и кофта. Увели, так сказать, одним выстрелом. И купили 2 в одном. Вот так вот. Качество просто великолепное. Вот тут. Вот. Такое мягенькое, вообще не холодно, не продувает. Осень, зима, лето. Под любой сезон. Смайл. Моя кофта официально всем нравится. Все говорят, что она красивая. Вот. Вот такая. Но мы не знаем наверняка, это самое логичное предположение и самое вероятное. Но есть не нулевая вероятность, что она сказала что-нибудь другое, типа у моей сестры такая же или что-нибудь. Но она сказала, мы Линда. Кушать будем пиццу. Это наша третья пицца. Вот. Такое вот место. Делают прям в печи. Сюда водочки. Они по все надо наливать. Ты посмотри, какой стакан. Что за кошмар? Граненый, да. Вот она, пицца пепперони. Она такая у нее. Вот такой у нее ободок. Ой, боже, она такая мягкая. Она проваливается прям. Только что из пищи достали нам ее. Такой еще цвет у меня телефон меняет. Да, смотри, она, видишь? Угу. Ее главное положить на тарелку. Вот такие тарелки интересные еще тоже. Ну да, у них под стиль весь такой. Граненый стакан, железная тарелка. Ух, там разливается. Течет. Тесто само тонкое, по краям оно толстое и подгоревшее. Даже вкус немного такой гарри чувствуется. Вот, но нам еще принесли вот такой соус. Я думаю, что это вот так. Неплохо. Что думаешь? Вкусная пицца. Вердикт такой. После чуть-чуть выпитого, что если сравнивать его с другим разливным пивом, которое мы пили, которое называется, я не помню, как появится название, скорее всего, с волком. Там разливное вкуснее. Это вкуснее в банках Патагония. В чем дело, непонятно. И кто в этом замешан,
ест. Да, у собаки глаза. Несчастный? Вот так на меня посмотрел, он еще мокрый как будто. Ну, все. Начал гавкать. Все. Так, ну что? Тихо. Тише. Ну что, вердикт? Вердикт таков, что Черногория нас разбавила вкусной пиццей. Наверное, потому что она для нас была более привычная. Тоненькое тесто, там тебе и курица, и пшут, и рукола. Вот это идеальная пицца для нас, привычная. Но эта пицца, которую мы попробовали, она одна из самых лучших, которую мы здесь пробовали. А это третья наша пицца здесь. Вот, потому что у нее было тончайшее тесто, она была прям вот из печи. Нежное тесто. Нежное, да, нежное, тончайшее такое. Все вот это разливалось, сыр плавился просто моментально. Она вкусная, она просто другая, она непривычная. Да, томатная паста другая, сыр другой, там какой-то творожный, да, у них, по-моему, был. Да, полутворожный. Но мы еще такие привереды, поэтому для нас что-то идеальное найти, это супер-супер сложно. А я вообще настоящий ценитель еды. Поэтому мне очень сложно найти то, что нравится, оно должно быть супер идеальным. Но вообще в идеале это должен быть и сервис хороший, и там, не знаю, вокруг все чистенько, аккуратненько. И очень дешево еще. Да, еще чтобы дешево. Но я думаю, если здесь пойти в дорогой ресторан, то тут тоже будет все отменно, супер, и подача, и сервис, и к тебе подойдут, еще тебя пару раз оближут. Вот. Ну, я на самом деле такое не очень люблю. Я люблю больше дружескую такую атмосферу. Так как я работала в ресторанной сфере около 4 лет, я работала хостесом-менеджером, работала в разных заведениях, понимаю, какой должен быть сервис, какая должна быть еда, подача, подготовка там всего от вилок, ложек до, не знаю, каких-то дижестивов. И как нужно общаться, наверное, мне этого очень сильно не хватает, с одной стороны. С другой стороны, это мне помогает принимать другую культуру, другие виды сервисов обслуживания. Сейчас автобус вонючий. Ладно, не вонючий. У меня нормально пахнет. Вот это Биг Пицца. Лучшие импанатки. Пиццу там еще не пробовали, но очень вкусно. Советуем. Так вот, именно поэтому во многих местах мы говорим, что нормально, неплохо, вот так, хорошо. Потому что для нас это непривычно. Те же самые пасты и пиццы намного сильно отличаются, чем в Черногории, той же самой, которую мы ели. Там, наверное, ближе к Италии, поэтому вкус такой, не знаю, как и в Москве, как и в Черногории. Сильного отличия не было в еде. Ну, скажи же, по вкусу в еде мы не было такого, что мы приехали, такие привыкали к еде. Да, мы привыкали к соленой еде. Тут мы привыкаем немножко к другого способа приготовления, другой подачи. Вот. Но пицца из печи, то, что это не сделано в духовке, вот за это респект. Это было классно, вкусно, свеже. Ну, то есть мы понимали, что эту пиццу не разогрели. Пойдем на площадь. Какой-то дом. Вот так вот. Вечерок, суббота. С любимым мужем. Расскажи, пожалуйста, что ты собралась пробовать, почему в кровати и что со светом? Так, света никакой нет, во-первых, мы живем вдвоем. Надо еле спрашивать уже. Тише. Так, ну что, Егор купил какие-то шоколадки втихаря от меня, наслешные, вот такие вот. Не втихаря, а в подарок. Ты тоже давай, не это. Вот, подъедает. Егор уже съел такую шоколадку, а я сейчас только буду ее пробовать. Она с арахисом, я так поняла. Вот. Егор утверждает, что она очень вкусная, я буду просто в восторге, так как я любитель. Но мне очень понравилось. Ой, ну пахнет вообще. Пахнет классно. Сейчас, знаешь, фиолетовый. Помнишь, такая большая плитка шоколада была, фиолетовая? Блин, вообще, типа, я сейчас не вспомню. Была огромная фиолетовая какая-то шоколадка там большая, в твердой упаковке. Мы с тобой брали, доставали, и там было прям большие шоколадки такие.
Ну, вы поняли, да? Ну, по шоколаду действительно неплохо. Но так как я не супер любитель арахиса, я больше люблю миндаль или фисташки. Или кешью. Угу. Короче, все, что на богатом. Я не ваш вот это дешевый арахис. Это не аргентинский темный шоколад, но и не Милка. Давайте топ моих шоколадок. Первое. M&M's. Второй. Это не шоколад. А что это? Ну, это как орехи в шоколаде, ты же Ну ладно, любишь. давайте просто... Либо дрожжи в шоколаде. Ты шоколадки называй тогда. Ну Давай ладно, по новой. Первый сникерс. Это тоже не шоколадка, это батончик. Ну там же нуга, орехи. Каркунов. Это конфеты. Да хватит. Что ты травишь? Давай по шоколадкам. Ладно, я люблю все шоколадом. Для меня, если что-то шоколадное, значит, это я могу занести в топ то, что я люблю. Вот, поэтому давайте. Шоколадные Вкусняшки, давай. вкусняшки. Первое M&M's или сникерс. Там они стоят как бы бок о бок. Когда-то я хочу M&M's, когда-то я хочу сникерс. Второе. Скажи, что сникерс везде разный еще. Да, сникерс везде разный. В Москве один вкус сникерса, в Черногории другой. Он повкуснее, на самом деле. Мне в Черногории очень понравился. Прям такой, вау. Второе место. Милка, да? Что ты меня спрашиваешь? А какие еще шоколады? Окей. На втором месте Милка и Киндер. И на третьем месте... Альпенгольд. Ну не, вот это... Воздушный. Не. Красный Октябрь. Каркунов. Аленка. Я что думала последнее время? Ты что, врач? Если кто-то поедет в Аргентину, привезите мне коробку конфет Каркунов. Потому что По-моему, конфеты для взяток, извини, что перебиваю, вот это чисто... Это подгоны, магарычи, взятки, вот это Каркунов. Это то, что для врачам дарят, знаешь? Не знаю, я никогда не давала взятки, поэтому я послушный, законопослушный гражданин. Ну любой да, страны. ну да. Вот, поэтому Каркунов, пожалуйста, привезите мне. Пишите в комментариях, кто едет и готов привезти мне эти конфетки. Я вообще буду очень благодарна. Вот, потому что это одни из самых любимых конфет детства. А как же богатое детство, во-первых, это первое. А во-вторых, а как же дальневосточное птичье молоко, про которое ты постоянно так это... Это тоже конфеты, которые ты не будешь есть каждый день. Вот. Кстати, Nestlé, я не помню, чтобы меня вызывали такой восторг, но, видимо, в Аргентине он меня вызывает вообще прям вот так вот. Ну все, кушайте шоколад, не болейте, слушайтесь маму. Всем пока. А я иду точнее в магазин, немножко приболели. Вот, я надеюсь, что просто выздоровеем быстро, просто как-то ноги замерзают, довольно прохладно. Вот, больше никакой нет причины, нет температуры, ничего, просто вот насморк. Потому что, наверное, ногам холодно, хотя ходим вроде в носочках. Странно. Пожелайте нам выздоровления в комментариях. Так. Основным закупилась. Вот. Иду на кассу. Вроде все есть, вкусняшки есть. Вот, все. Молодец, я молодец. Ура, ура. Прокормлю нашу семью. Мы сейчас закупаемся здесь в Диско. Я была в Диско. А вообще, Carrefour и Dia, а-ля там пятерочка, или Магнит. Вот интересный факт, то, что владелец Магнита, владелец Dia один и тот же человек. Знали ли вы это? Интересные факты, да. Внесла небольшую дезинформацию. Владелец пятерочки и Dia, который здесь, это один и тот же человек. Вот. Фридман. А владелец Магнита Галицкий. Тоже, да, интересно так было. Он купил какие-то там части акций, но, в принципе, можно почитать в интернете. Я сильно не углублялась, так просто поверхностно. Слышала, знаю, немножко гуглила. Вот так вот. Буду кушать, готовить пасту болоньеза.
Помните, мы были в кофейне. Теперь мы ходим туда каждый раз. Все ради контента. Ой, Но- С зверем каким-то померили мне пятки. Во многих случаях страховка не покрывает. Сейчас будет небольшой пранк для Егора. Смотрим.